Ну что ж, закончился первый учебный год. Это мой первый год в Сегедском университете. Совсем недавно были выпускные экзамены. Был финальный выпускной экзамен у последнего курса. После устного экзамена у меня были смешанные чувства, чем я делилась в сторис у себя в Инстаграме. И спасибо большое за отклик. Я поняла, что тема устных экзаменов по иностранному языку, скажем так, вызывает эмоции. Неравнодушны люди к устным экзаменам. У всех разные чувства по этому поводу, я так поняла. И у себя в сторис я пообещала, что я сниму на эту тему отдельное видео, и вот выполняю обещание. В этом видео я не буду говорить о том, как сдавать устный экзамен по русскому языку. Я не буду говорить про ТРКИ, да, про экзамен по русскому языку в частности. Просто хотела бы порассуждать на эту тему, поделиться своими впечатлениями, своими воспоминаниями из студенческой жизни и еще поделиться идеей для следующего года. Идеей, как изменить систему оценивания в моих группах в университете. Я буду очень рада, если вы поделитесь своими воспоминаниями, случаями из жизни, своим мнением насчет устных экзаменов в целом, насчет экзаменов по языку и насчет оценивания, системы оценивания в университете, в школе по предметам и по языкам, в частности, про устные экзамены. Как студент я их ненавидела, я их не любила очень. Почему? Потому что я очень волновалась. Плюс, знаете, мне, как студенту, мне казалось, что устные экзамены не такие справедливые, как, например, комплексные экзамены или письменные экзамены. Потому что во время письменного экзамена есть возможность у студента подумать, и у преподавателя как будто бы больше почвы под ногами, как будто бы критерии оценки письменного экзамена более справедливые, более жесткие, более понятные, ясные, прозрачные, чем критерии оценки устного экзамена. Мне вот так еще всегда казалось. И тут должна оговориться, что в принципе я сдавала экзамены хорошо. В университете, несмотря на то, что там было очень трудно учиться, HSC, привет. Все равно я сдавала экзамены неплохо и даже, сказала бы, очень хорошо. Ко мне хорошо относились преподаватели, и, в общем, вся обстановка располагала, да, к тому, чтобы я любила эти экзамены. Вот сразу вспоминаю мою подругу с бакалавриата, с которой мы вместе вот как раз сдавали все эти устные экзамены. И я помню, как она любила и до сих пор любит, мне кажется, эти устные экзамены. А я смотрела на нее и думала, как вообще, как такое возможно, любить устные экзамены. Вот ей прямо нравился и нравится, наверное, да, драйв, это волнение перед экзаменом, но в то же время она точно знает, что она может это сделать. Но она как бы точно, но не на 100%, и вот это ее так прямо пробуждало, знаете. В общем, она очень любила эти устные экзамены. И, кстати, когда я делилась своими переживаниями, правда, очень коротко в Инстаграме, и попросила моих подписчиков, мол, если вам эта тема интересна, отзовитесь, поделитесь вашими мыслями, пришло пару ответов от людей, которые любят устные экзамены больше, чем письменные. Потому что письменные экзамены — это давление и стресс для человека. А на устном экзамене есть возможность скорректировать свой ответ, да, опереться на реакцию преподавателя и вот как-то дожить до конца экзамена успешно. Просто интересно, до недавнего времени я думала, что моя подруга, она одна такая
Вот она одна. Ну, невозможно любить устные экзамены. Просто это невероятное что-то для меня. А оказалось, что нет. Есть люди, действительно, которые тащатся прямо от этого, от этих ощущений. Как я смотрю на устные экзамены сейчас? Сейчас, конечно, я вижу, что критерии оценки устного ответа тоже достаточно строгие. То есть есть много пунктов, по которым мы оцениваем студента, и да, там и каждая ошибка весит какое-то количество баллов, ошибки делятся на категории. Сейчас экзамен, мне кажется, более объективным, чем когда я была студентом. Обычно происходит так, что если студент знает, то он отвечает хорошо, он это показывает своим ответом. И если студент совсем ничего не знает, то это тоже видно обычно. Но сейчас я посмотрела на процесс устного экзамена как на психологическую борьбу жертвы и хищника. Жертва, как вы понимаете, студент, и хищник — это преподаватель. Сейчас я поясню, прежде чем вы скажете: чего, Маша, что за образы опять, что за метафоры у тебя. Сейчас я объясню. Когда вы пишете сочинение или делаете тест, вы не контактируете вживую с экзаменатором, да? Зачастую экзаменатор даже не знает, кто написал работу. Ну или знает, но все равно не происходит вот этого контакта. Во время устного экзамена происходит этот контакт, это общение, это коммуникация, и она гораздо сложнее, чем просто вопрос-ответ. Вопрос-ответ, оценка. Да? Там есть что-то еще. Там происходит какая-то вот психологическая борьба. Почему я говорю, что студент — это жертва? Потому что это человек, которого оценивают и который не знает, чем это все закончится. Ну, понятно, в общем, человек, которого оценивают, он сразу в позиции слабого. В чем тяжесть этой ситуации, я заметила? В том, что преподаватели действительно очень часто, как хищные животные, чувствуют слабость студента и давят еще сильнее. И знаете, причем, что интересно, преподаватели бывают разные, да? Есть строгие преподаватели, которые не скрывают своей строгости, и они и во время семестра были строгими, и во время экзамена они прямо вот задают вопросы. А есть преподаватели, которые пытаются как бы спасти, вытянуть студента на хорошую оценку и задают ему дополнительные вопросы, и тем самым только ухудшают положение ученика. Как бы с одной стороны, да я хочу тебе помочь, да я хочу поставить тебе хорошую оценку, но с другой стороны, да, преподаватель задает еще вопросы, и тем самым он как бы показывает и себе, и студенту, что нет, не получается хорошей оценки, смотри. Но самое интересное, что может быть и наоборот, кстати. Да, я вот говорю, что преподаватель — это хищник, а студент — это жертва, но они могут поменяться местами. На основе чего происходит вот это распределение ролей? На основе уверенности. Бывает такое, что студент ведет себя настолько уверенно, что преподаватель, какие бы вопросы он ни задавал и какие бы ответы он ни получал, он как будто бы проигрывает почему-то. Как будто бы вот он, не знаю, как будто его оценивают. И у преподавателя уже словно нет выбора, кроме как поставить хорошую оценку этому уверенному студенту. И этот уверенный студент, он может с этой уверенностью сказать, например: а я не знаю ответ на этот вопрос. И преподаватель на устном экзамене, вот так работает именно только устный экзамен, преподаватель все равно не занизит оценку
этому уверенному студенту, несмотря на то, что он что-то не знал. Вот интересно, да? Не знаю, были ли у вас такие случаи. У меня было таких случаев в жизни много. И в студенческое время, и во время моего преподавания, во время того, как я принимала экзамены. Уверенность студента, уверенность такая, знаете, причем не наигранная, не искусственная. Искусственная, наигранная уверенность, она указывает только на то, что студент волнуется сильно. Но вот искренняя уверенность, спокойствие такое, оно действует просто магически. Так что, если уж и дам я сегодня какой-нибудь совет студентам, это, наверное, совет прокачивать уверенность в себе. Да? Приходить на экзамен с уверенностью в себе. Знаете вы или не знаете, получите вы хорошую оценку или нехорошую оценку, неважно. Если вы будете нести в себе и излучать вот эту уверенность, спокойствие. Может быть видно, что вы устали. По вам может быть видно, что вам жаль, что вы не выучили что-то до конца. По вам может быть видно, что вы что-то не успели, что-то не знаете. Но если вы в целом как-то вот уверены в том, что вы говорите, в вас, в самих, в том, что происходит, если вы готовы как бы взять ответственность за свои слова. Но это, конечно, такой не то чтобы стопроцентный совет, ребята, все-таки, если в вашем университете есть экзамены, то к ним надо готовиться просто. Но это просто мои наблюдения. Это просто мои наблюдения. Напишите, пожалуйста, какой у вас опыт, правда интересно почитать. Разные случаи, разные взгляды на это. Я знаю, что на меня подписаны преподаватели в университете, университетские преподаватели. От вас было бы вдвойне интересно почитать. Вот. Но я знаю, что те, с кем мы общаемся, вы напишите, скорее всего, в личные сообщения. Но не стесняйтесь делиться и в комментариях. Я думаю, всем интересно почитать. Вот к разговору про устный экзамен. До сих пор мне кажется, что устный экзамен по языку переоценен. И по любому предмету на самом деле. Устный экзамен или финальный экзамен не должен весить 50% или больше даже от оценки. Вот это, на мой взгляд, действительно несправедливо. То есть устный экзамен сам по себе, как один из способов контроля за семестр, имеет место быть. Пусть он будет хотя бы как тренировка против волнения, да, тренировка против языкового барьера, тренировка говорить, несмотря ни на что. Мне не нравится сама система оценивания, в которой на финальный экзамен приходится 50 и больше процентов оценки. Поэтому на своих курсах, если у меня есть возможность менять формулу оценки, я всегда делаю так, чтобы финальный экзамен весил меньше. Прямо вот немного. И основная часть оценки приходится на работу в течение семестра. Все домашние задания, вся работа во время занятия, групповые работы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но знаете, в этом году вопрос оценивания разных студентов встал для меня особенно остро, потому что в этом году у меня был опыт работы с очень неординарной группой. Знаете, когда в одной группе собираются студенты очень высокого уровня русского языка и начинающего уровня русского языка, или начинающего, среднего, продолжающего. И их нужно вот как-то оценивать по одним критериям. И для меня это, конечно, всегда загадка, вот как это делать. Начнем с того, что все студенты разные. Даже если они приходят с одним уровнем русского языка, они сами по себе разные люди.
кто-то, чтобы добиться какого-то прогресса, должен работать, должен делать все задания, делать все домашние работы, каждый день заниматься, и тогда будет прогресс. Кто-то пришел на урок, в носу поковырял, посмеялся, там вышел в туалет 20 раз, а в конце семестра сдает экзамен отлично, все знает. По-моему, было бы все-таки немного честнее, если бы мы оценивали прогресс каждого студента индивидуально. Способности у студентов тоже разные. Для кого-то прогресс — это выучить, не знаю, 10 новых слов. Для кого-то прогресс — это научиться писать эссе. В общем, для меня, как вы понимаете, ставить оценки — это не огромное удовольствие, в изучении языков особенно. Мне кажется, да, вот эта система оценивания, я вообще на нее смотрю как на способ, не знаю, сравнить людей. А когда мы сравниваем, мы автоматически кого-то возвышаем, естественно, кого-то унижаем, и тому, и другому от этого как бы не очень хорошо в итоге. В общем, у меня свой взгляд на эти оценки, но мы живем вот в таких правилах, и у нас есть система оценивания. Я работаю в университете, надо как-то играть по этим правилам. И на следующий год я придумала что-то новенькое. Попробую. Это эксперимент. Я вот сейчас с вами поделюсь этим. И потом, если вам интересно, расскажу вам, чем все закончится, как все получится. Я хочу дать студентам возможность поставить себе собственные цели на семестр. Я думаю, что вот эта постановка целей, во-первых, это полезно, потому что студенты, может быть, наконец-то начнут понимать, зачем они ходят на этот курс. Во-вторых, они возьмут ответственность за себя. И в-третьих, они, возможно, будут стремиться достичь этих целей. А в-четвертых, они поставят себе оценку самостоятельно. Вот в этом основная идея, чтобы студенты выставили себе финальную оценку сами. И, конечно, в конце семестра у меня будет свой список оценок, у них свой, мы это все сравним, посмотрим, что получилось. Да, в общем, как вы понимаете, я хочу скинуть ответственность с себя на своих студентов. Вот, и ввести такую систему самооценки, самооценивания. Спасибо, что послушали мои рассуждения на тему оценивания, на тему устного экзамена. Если вам есть что добавить или прокомментировать, просто сказать мне привет, пишите, пожалуйста, в комментариях. И не забывайте, что мы скоро начинаем уже 3-й блок фонетических тем. Уже 3-й, обалдеть. Да, на них будет какое-то количество длинных видео на русском языке, какое-то количество коротких видео на английском языке. И после марафона коротких видео будет онлайн-встреча. Если вы подумываете о том, чтобы начать заниматься фонетикой, произношением, чуть-чуть улучшить, посмотреть, как это вообще, проверить ваше произношение, то вот такой мастер-класс — это лучший способ, потому что он вас не обязывает к тому, чтобы приходить на уроки каждую неделю. Да, это всего лишь одна встреча, за которую вы уже очень много чего поймете, унесете, узнаете. Еще раз спасибо, что послушали, и пока-пока.